Овны, дорогие мои, здравствуйте! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор, и это ваш астрологический прогноз на следующую неделю с 19 по 25 февраля. Множество разных событий может вас поджидать. Давайте узнаем, какие именно. Наливайте чай, кофе, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали. Мы начинаем. Понедельник начнется с того, что Солнце переходит в знак зодиака Рыбы, ваш 12-й дом гороскопа, и будет там до 20 марта. О чем это говорит? Во-первых, Солнце в Рыбах – это момент, когда тайное становится явным. Что-то вы за этот месяц узнаете. Может быть сплетню, может быть какой-то секрет. Это может касаться и отношений, это может касаться работы, и вы будете думать, как поступить. Уходить, не уходить, продолжать отношения или не продолжать. Любые секреты, к сожалению, или даже к счастью, выплывут, и придется что-то с ними делать. Затем овнам захочется делать добро. Вот просто от чистого сердца, от чистой души. Помочь друзьям, знакомым, коллегам в течение этого месяца. Солнце придаст вам этой энергии помощи. Вот этого, знаете, светлого такого жеста добра. Поэтому здесь, овны, будьте внимательны. Главное, помогать тем людям, которых вы знаете, чтобы вас не обманули. 12-й дом – это вообще завершение каких-то дел, каких-то задач, проблем, которые тянутся долго-долго-долго. И Солнце в течение всего месяца будет вас направлять на эту проблему. Словно фокус создастся над какой-то задачей, которую вы не смогли решить или которую убирали на потом. Ну, потом схожу к врачу, ну, потом вот оплачу долг или закрою какой-то кредит. Ну, потом, все потом. Вот сейчас Солнце опять вас, словно, знаете, вернет обратно и скажет: надо доделать, нужно поставить точку. Также 12-й дом – это и больницы, это места изоляции, где вы находитесь от социума. Может быть, вам придется поехать куда-то там на дачу к себе, чтобы вот просто прийти в себя и чтобы никто вас не трогал. Либо Солнце отправит вас, опять же, да, все, что касается со здоровьем, в больницу. Вы никак не могли лечь на обследование или, наконец-то, выбрать какую-то клинику, какую-то больницу, в которую вы придете и сдадите все анализы. Поэтому здесь Солнце опять вам намекнет, что надо выбрать время для себя. Ну и затем, как я уже говорил, это желание уединиться, сконцентрироваться над чем-то. В основном это над духовным каким-то процессом. Как будто вы погрузитесь, знаете, в мысли и будете думать, как поступить и что делать. Вторник и среда, Луна в знаке зодиака Рак, а это ваш 4-й дом гороскопа, родители, мама, бабушка, дедушка. Захочется посетить свои родные места, поностальгировать, потому что Луна в Раке — это все-таки такие, знаете, воспоминания о прошлом, как раньше все было хорошо. А вот когда я был маленький или когда я была маленькая, как классно было в сугробе поваляться, а сейчас не могу себе этого позволить. Поэтому здесь захочется поехать в какие-то края, где вы родились, навестить бабушку, дедушку в деревне, к родственникам приехать, торт привезти, чай попить, поболтать о том, как было все хорошо и прекрасно раньше. Романтическое настроение – это тоже Луна в Раке. Возможно, вы захотите домой что-то купить, потому что 4-й дом – это недвижимость. Может быть, в дом что-то купить, картину или какие-то аромасвечи. Что-то такое, чтобы вот создать какое-то романтическое настроение. Затем все, что касается недвижимости, как я уже говорил, 4-й дом — недвижимость и переезды. Вот здесь очень важно, дорогие овны, не попасть под влияние посторонних людей, потому что Луна в Раке все-таки делает вас мягче, лояльнее, и кто-то может вами управлять. Поэтому, если вы вдруг сдаете квартиру или занимаетесь куплей-продажей, пожалуйста, читайте все документы аккуратно. Сразу все не подписывайте. Вас могут обмануть какие-то риэлторы или еще люди, которые вообще с вами практически не знакомы. Поэтому здесь, пожалуйста, будьте повнимательней. Ну и 4-й дом — это внутренний мир. Это вы будете беспокоиться о родственниках, возможно, о маме, о бабушке, о дедушке, о ком-то из близкого круга. Захочется помочь, заботу проявить, внимание. Может быть, нужно будет к маме съездить, там, не знаю, отвезти ее в поликлинику, в больницу, или что-то купить, или что-то посоветовать. То в любом случае вы будете переживать за своих родственников. Может быть, это будет, конечно, только внутри вас, вы не будете проявлять себя во внешнем мире, но переживания внутри возможны во вторник и в среду. Пятница, планета Меркурий переходит в знак зодиака Рыбы, там же, где находится Солнце. И это говорит о том, что будете вы менее активны, будете погружены в себя, в свои мысли. Может быть, какая-то новость придет.
от которой вы будете еще больше себя погружать, вот как поступить, что же делать, или наоборот, будете загружаться прошлым, почему я так поступил или поступила, а вот если бы я тогда бы сделал бы другой шаг или другой выбор, все было бы по-другому. Вот такие мысли могут вас погрузить в пятницу. Затем это какие-то желания, какие-то планы, как будто вот вы поймете, что чтобы этот план исполнился или это желание наконец-то пришло, нужно что-то завершить, что-то закончить. Какая-то несвобода, как будто, знаете, как будто вы находитесь в оковах, и вы захотите вот освободиться, потому что ваши желания будут идти вперед, но вас что-то сдерживает. Может быть, это болезнь, может, это какой-то родственник, может быть, это ваши личные отношения с каким-то человеком. Вы уже его не любите, но нужно освободиться от него, но никак не получается. Либо, наоборот, вы одиноки, вот вы хотите семью, хотите детей, но что-то вам вот мешает, какой-то барьер. Это может быть психологический барьер, потому что 12-й дом это все-таки внутренний наш мир, то, что мы внутри переживаем. Поэтому здесь, может быть, потребуется работа с психологом, может быть, мысли такие в этот счет, на этот счет появятся. Нужно прислушиваться к своему внутреннему голосу, дорогие овны. Вот когда Меркурий входит в 12-й дом, интуиция усиливается. Если вы чувствуете что-то, какое-то недомогание, потому что 12-й дом это еще и больницы, нужно, конечно, посмотреть клиники, нужно изучить свой организм, больше проявлять к нему внимание, больше слушать свой организм. Если у вас давление, не нужно себя перегружать, или, может быть, нужно сесть на диету. Это очень хорошее время, особенно в выходные, потому что Луна будет в Деве, и там можно даже выходить на какое-то голодание, если вам, конечно, это не противопоказано, либо диету какую-то загружать. Но это чуть попозже. Ну и Меркурий в рыбах — это еще неожиданные идеи. Может прийти какой-то, знаете, как будто фонарь в голове загорится, и вы поймете, как решить проблему или задачу. Или, может быть, вы путем общения с друзьями, с коллегами, может быть, вас кто-то выведет на какие-то оккультные вещи, может быть, пойдете к гадалкам, может быть, будете читать гороскопы и стараться что-то изменить на этой почве, либо будете общаться с человеком, который раскладывает карты Таро. Все, что с этим связано, это тоже Меркурий в рыбах. В выходные Луна в знаке зодиака Дева, в вашем 6-м доме гороскопа. Ну, во-первых, напомню, что это замечательное время, чтобы прописывать какие-то себе диеты, каким-то голоданием заниматься, чтобы очистить свой организм. Но опять же, это все после консультации с врачом. Себе сами никакие диеты не выписывайте, не придумывайте. Вы можете только себе сделать еще хуже. Поэтому здесь, овны, пожалуйста, все через врача, все уточняйте. 6-й дом вообще это здоровье, поэтому здесь может быть какая-то нервозность в выходные, вы можете переживать о чем-то в субботу-воскресенье, вот прям вот все, не могу решить задачу, все, не могу помочь, вот прям вот будете терзать себя словно, поэтому здесь, овны, выходные, нужно расслабиться. Вообще хорошее время для того, чтобы сходить на массаж, спа, не знаю, в магазин, чтобы что-то себе купить и переключить голову. Вот в субботу-воскресенье, пожалуйста, постарайтесь разгрузить свою голову. Она будет там просто наполнена всем, чем только возможно. Появится желание навести порядок. Это может касаться работы, потому что 6-й дом это работа и ваши обязанности. Может быть, вы в выходные придумаете какую-то идею и в понедельник ее реализуете на работе. Может, что-то какая-то перестановка в кадрах, или какие-то новые правила будете придумывать, какие-то новые стандарты на работе, или как-то вот, не знаю, обходить какие-то задачи окольными путями. Может быть и такое. 6-й дом это домашние животные, может быть с ними что-то нужно будет уладить, свозить к ветеринару или купить новый корм или какой-то лоток для кошки, потому что тот уже все воняет, нужно с этим что-то делать. Сосредоточенность над чем-то будет, над каким-то вопросом касательно долгов, касательно лечения, вообще здоровья, все, что связано с субботой и воскресеньем. Будет раздражать любая какая-то небрежность, знаете, вы будете делиться с кем-то своими переживаниями, а человек будет вас вообще не слушать. Или вообще о своем о чем-то говорить. Поэтому здесь вы будете еще сильнее нервозно себя чувствовать. Поэтому, овны, сохраняйте спокойствие. Ну и захочется помочь. Вы будете, словно, знаете, как бы это грубо не звучало, но вмешиваться в чужие дела, в чужую жизнь, чтобы помочь. Поэтому здесь, овны, пожалуйста, проявите такт и не стоит углубляться в чужие проблемы. Лучше обратить внимание на свои собственные. Тогда вы не станете крайним человеком.
Дорогие, милые мои овны, я желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви и удачи. Стремитесь всегда вперед и не забывайте заботиться о себе, особенно на следующей неделе. Спасибо большое всем за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали, потому что впереди нас ждет все самое интересное. Удачи вам, овны! Всем до свидания!